Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы все знаете, 19 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил в начале Второй мировой войны, кроме Германии, еще и Советский Союз. Это очень напоминает ситуацию на сельском рынке, когда ловят карманника всем миром и громче всех кричит «Держи вора!» именно он, карманник. То, что Вторую мировую начали немцы, это не означает, что в ней виноваты они. Тем более в ней не виноват Советский Союз. Вторая мировая война – это, по большому счету, продолжение первой. И вот о ней мы сейчас и поговорим. Немного, буквально 10 минут, чтобы было понятно, о чем идет речь. Как известно, Германия в Версале была обвинена в начале Первой мировой войны, на нее были наложены контрибуция, у нее отняли территории, но это все понятно. Они проиграли, они должны отвечать. Они должны платить, они должны рисковать и отвечать своими территориями. Это все естественно и понятно. Но Германию, помимо того, что ее обрезали по краям и обложили большой контрибуцией, ее еще и заставили разоружиться. Ну, о том, что Германии запретили иметь самолеты, танки, это все знают, это общепринятая расхожая фраза, но это не самое главное. Во-первых, Германию лишили военного флота. Как известно, в Скапа-Флоу затопились 10 линейных кораблей, 5 линейных крейсеров, крейсера, эсминцы, в общем, огромное количество полноценных современных боевых кораблей, лучших кораблей Германии. Но опять же, это ладно. Германия держава сухопутная, флот это баловство. Это все понятно. То, что в Германии отняли тяжелую артиллерию, снаряды, это все тоже понятно, хорошо, естественно и объяснимо. А вот то, что Германии лишили стрелкового оружия, то есть абсолютно всех запасов стрелкового оружия, это уже серьезно. Потому что суверенитет государства зиждется на его способности отражать внешнюю агрессию. Лишив Германию полностью элементарных винтовок, простых маузерских винтовок карабинов, союзники лишили Германию полностью возможности сопротивляться какому-то ни было гипотетическому нашествию. Но немцы пошли на это по той простой причине, что 8-я статья Версальского договора, она же устав Лиги наций, гласит, я вам даже зачитаю: члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения национальных вооружений до минимума, совместного с национальной безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением. То есть в Версале немцам клятвенно пообещали, после того, как они разоружатся все остальные. Франция, Великобритания, новорожденная Польша и все прочие. Этого не произошло. Все остальные страны, кроме Германии, остались при своих пушках, винтовках, пулеметах, танках, боеприпасах. Огромное количество оружия осталось у союзников. Германия осталась голая и босая. Опять же, это объяснимо, понятно, немцы проиграли войну. Но вопрос о вооружении дальнейшем Германии, мы его поднимем, эту тему. Пока что мы ее оставим в сторону. Потому что Германия 20-х годов – это безоружный, голый подросток в окружении здоровенных, вооруженных громил. Это бедный подросток, униженный и оскорбленный. Я не хочу защищать Германию, как-то ее оправдывать, там, приход к власти нацистов и прочее. Это все не касается нашей темы. Мы не оправдываем Германию, там нечего оправдывать. Мы объясняем, почему это произошло и кто на самом деле в этом виноват. Потому что во Второй мировой войне виновата не Германия. И тем более не Советский Союз. Во Второй мировой войне виноват мировой капитал. То есть Великобритания, США, в меньшей степени Франция. Ну и Польша, как на мальчике по танцовке. И это мы докажем в дальнейших сериях. Далее мы смотрим историю предпосылок Второй мировой войны. Тут все тоже достаточно сложно, закамуфлировано, спрятано и не выносится на публику принципиально. То есть вот текст пакта Молотова-Риббентропа переведен на 64 языка.
А тексты таких же договоров между Германией и Францией, Германией, Британией, Германией и Польшей переведены на 3 или 4 или 5 языков. То есть никто не знает. Ну, ты же догадываешься, что эти договора, они были со всеми, немцы подписывали. Другое дело, что они не все их выполнили. Но это уже другое. Они ни одного договора не выполнили. Но это опять же Германия. Это ее дела. Нас это не касается. По разоружению Германии. Кроме того, что союзники изъяли с немецких арсеналов все современные винтовки Маузера, они забрали винтовки Дрейза, с которыми немцы воевали в 1971 году с Францией. Они даже ликвидировали элементарно ложа и не ложа, это правильно называется лекала для изготовления винтовок. То есть лишили немцев не только запасов оружия, но и возможности его производить. Обычно стрелковое оружие. Напомню, что до изобретения ядерного оружия обычная стрелковка, винтовки, пистолеты, пулеметы были основой безопасности любого государства. То есть у любой страны, включая Лихтенштейн и Монако, есть запасы оружия на случай мобилизации, на случай войны. Это нормально и естественно. Перед Второй мировой войной у Чехии, которая была миролюбивейшей страной, на запасах лежало 1 200 000 винтовок Маузера. У Польши, которую все считают жертвой, почти 1,5 миллиона винтовок. Такие запасы скромные. У немцев не было ни одной. То есть, конечно, они там пытались что-то спрятать от союзнической комиссии по разоружению, что-то там в каких-то подвалах монастырей держали, но это все сущие пустяки. Это нельзя назвать запасом вооружения в принципе. Ну ладно, опять же повторимся. Это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Просто то, что потом начали инкриминировать Гитлеру вооружение Германии, это все производилось законно, легально и с разрешения великих держав. Я поясню свою мысль. Когда в 1932 году началась конференция по разоружению европейскую, немцы приехали, еще веймарские немцы, приехали с копией текста Версальского договора и тыкали всем в лицо, объясняя, что, ребята, вот здесь ясно сказано, что вы все, наши победители, вы все разоружитесь, вы все вместе с нами уничтожите свое оружие, и мы заживем мирно и счастливо, и все проблемы будем решать за столом переговоров. Разоружайтесь. А как? Если у Франции одних тяжелых орудий 15 000 штук. Вот как их взять и поломать? Это же ценность. Винтовок Лебеля 1,5 миллиона, не считая современных, более современных. Куда их выбрасывать? А вдруг случится вторжение марсиан, или высадка американцев, или агрессия испанцев. Ну, всякое может случиться. Оружие должно быть. Поэтому немцев никто не слушал. Но, поскольку ситуация была просто уже анекдотической, немцам разрешили вооружаться. Существует декларация 4 держав о том, что Германия имеет право на восстановление уровня вооружения. Восстановление уровня вооружения. Не на там какие-то чудовищный рост военных запасов, амуниции, стрелково-артиллерийского оружия. Нет. Восстановление необходимого уровня, который гарантировал бы безопасность и независимость государства. Не более того. Но все считают дружно в один ряд, что немцы яростно вооружались. С приходом Гитлера. Ставили разные этому причины, что вот немцы хотят вооружиться, напасть на остальной мир, покорить его, уничтожить, захватить, создать свой Лебенсраум и там проживать припеваючи. Немцы вооружались. Немцы создавали оружие. Это научный факт. Но на каком фоне это происходило? Вот берем конец 20-х годов. Все страны Европы начинают перевооружаться. У них есть огромные запасы вооружения с Первой мировой войны. Огромные запасы. Но все, и Франция, и Великобритания, и Польша, и даже Чехия, Чехословакия, начинают создавать новые образцы вооружений и принимать их в
в свои войска. Те же французы, имея 2500 отличных танков Renault FT-17, прекрасных танков для своего времени, начинают разработки новых легких танков, новых средних танков, новых тяжелых танков. Причем лихорадочно торопясь, это 29-й год, еще никакого Гитлера у власти нет. Германия нищая, голая и босая, терзаемая тяжелым кризисом финансовым. Тем не менее, все дружно перевооружаются. Французы, имея больше 1,5 миллиона винтовок Лебель на складах, они почему-то решают, что нужно снять их с вооружения и вооружить армию новыми винтовками под патрон 7 миллиметров. Немцы еще не имеют ни 1000 винтовок. А французы перевооружают полноценную свою армию новым вооружением. То же самое с пулеметами. У французов полные арсеналы и ручных, и танковых пулеметов. Они создают новые образцы вооружения. Новые ручные, новые станковые пулеметы. Но единственное, что это не коснулось артиллерии, потому что пушек французов было просто запредельное количество. То есть по артиллерии Франция била всех легко и без напряжения. Поэтому в этом плане французы решили не выеживаться. Оставить все как есть. А что, кстати, потом им аукнулось, но это уже дело прошлое. Французы создают новейшие танки. Но это не самое главное. Французы создают новейшие истребители. Почему-то считается, что первым пушечным истребителем-монопланом современной схемы был Мессершмитт 109. Это неправда. Первым пушечным истребителем современной схемы для тех времен был истребитель Девуатен французский. Лоран-Санье, Блок. Они все в это же время, в начале 30-х годов, создавали монопланы с артиллерийским вооружением, с 20-мм пушками Испано-Суиза. То же самое Великобритания. Все думают, что Spitfire и Hurricane были ответом на Мессершмитт. Это неправда. Spitfire совершил свой первый полет за год до полета Мессершмитта. И разрабатываться начал за год до немецких истребителей. Но это истребители, опять же, оружие обороны, тут можно как-то все объяснить, но есть такой момент, как бомбардировочная авиация. И вот тут все становится на свои места очень четко. Немцы создают бомбардировщики. Это правильно. Юнкерс-86, потом пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87. Дальше у них уже Дарнье-17, Хикерс-11, Юнкерс-88, но это уже чуть позже. Англичане создают бомбардировщики двухмоторной схемы, а потом все меняется. В 1934 году появляется техническое задание на бомбардировщик четырехмоторный, который нес бы 6 тонн бомб на расстоянии 1500 километров. Возьмите циркуль, одну ножку поставьте в Лондон, а второй проведите в окружности. В радиус действия этого бомбардировщика подпадают все немецкие города. Ну, кроме восточно-прусских. Но там уже роли не играет. Все немецкие города. Зачем англичанам в 1934 году создавать четырехмоторный бомбардировщик, который может нести 6 тонн бомб на дальность 1500 километров? У Германии еще нет воздушного флота. Против Франции, против Норвегии, против Исландии. И англичане начинают бомбардировщики строить массовой серией. Зачем? Но опять же, это уже очевидно и понятно. Готовились к войне все. Это все, разумеется, естественно и понятно. К войне все готовятся. Сейчас к войне готовятся все. Это тоже нормально. А вот вопрос, кто начнет войну, это уже совсем другой вопрос. Тут важны нюансы, как в том анекдоте. И в этой ситуации для англичан и французов, а за ними американцев, все складывалось более чем великолепно, потому что у них была Польша. Польша прекрасное государство, замечательное. Я очень люблю Польшу. Я часто не бываю. Я говорю по-польски свободно. Вот. Но поляки и польское руководство – это две несоприкасающиеся в реальности страны.
И вот польское руководство 1939 года делало все возможное, чтобы затеять войну. Вообще все возможное. Причем было очевидно, что у них нет реальных сил противостоять Германии. Хотя их пресса писала, что войско польское великолепно вооружено, кожаный жёлная шнаровяжа, вот, что у них могучая авиация, мощный флот, великолепная конница. Конница, кстати, действительно великолепная. Вот, на самом деле, для германской армии, там, скажем, 1932 года, польская армия была серьезным противником. Но для германской армии 1939 года уже недалеко не так. Тем не менее, что происходит перед началом войны? Берем 1939 год, зиму, январь-февраль 1939 года. Какие военные планы создает польский генеральный штаб? Он разрабатывает планы войны с Германией. Подчеркиваю, это февраль-март 1939 года. О войне еще никто не думает. Немцы еще пытаются договориться миром. Немцы пытаются объяснить полякам, что Данциг это не их город. Данциг не был польским городом, он передавался Польше в управление, но не под юрисдикцию. Поляки против. Поляки жестко против. Поляки контролируют коридор и считают, что они в состоянии победить Германию. Хорошо. Ладно, предположим. Потом происходит любопытнейшее событие. Подписание англо-польского военного договора. И только после этого, после того, как будущие противники уже себя обозначили, 2 апреля 1939 года Гитлер отдает приказ готовить план Вайс, план войны с Польшей. До этого никаких планов наступательной войны против Польши не было. Были планы оборонительные. Немцы строили укрепрайоны на границе с Польшей и собирались в них отсиживаться, потому что у поляков была очень сильная армия. Ну, до 1939 года, понятное дело. Подчеркиваю, план Вайс начал разрабатываться. Приказ на его разработку был отдан 2 апреля 1939 года. После разработки планов войны с Германией и Польшей и после подписания Польшей и Англией договора о сотрудничестве и взаимной помощи. Дальше еще веселей. Все считают, что поляки начали мобилизацию 26 августа. И частично это правда. 26 августа был опубликован приказ о мобилизации, по которому в войско польское вливалось 400 тысяч человек. Но ведь никто же не говорит о том, что мобилизация в войско польское произошла еще весной. И что численность войска польского уже к началу августа 1930 года была больше 1 миллиона штыков и сабель. Это важно. Потому что до Второй мировой войны поляки полагали ударной силой своей армии кавалерийские бригады. Ну, впрочем, это не глупо и не смешно, это вполне себе адекватно. Потому что кавалерийские бригады сражаются не в конном строю, они сражаются пешком. Просто лошадь – это средство доставки пехотинца к месту боя. Это быстрая доставка пехотинца к месту боя и эффективная. Но это ладно, это пока отложим в сторону. Польская кавалерия – это красиво, элегантно, это благородно, это бессмысленно. Но это ладно, опять же оставим в стороне. Поляки начинают развертывание своих армий для войны с Польшей. И вот здесь вот самое интересное и самое увлекательное. План Заход уже создан. План Вайс еще даже не продуман Гитлером. Его еще не существует даже в виде мыслей. Просто не существует. А Польша начинает развертывать армии для войны с Германией. Это научный факт. Абсолютно исторический. Любой человек, который не зашорен, он может поднять документацию и узнать, что армия, скажем, Краков была развернута в марте 1939 года. Армия Познань в марте 1939 года. Армия Поволжья в марте 1939 года.
армия Лодзь, армия Модлин, армия Прусы. Эти все армии были развернуты в марте 1939 года. Плана Вайс еще не существует. Вообще, в принципе. О том, что немцы будут воевать с Польшей, они сами даже не знают. А поляки уже развертывают армии для войны в Германии. Но, опять же, это тоже еще как-то можно объяснить. Трудно, но при желании можно. Но вот размещение двух польских армий, оно не имеет двоякой трактовки. Оно однозначно. Армия Поможа и армия Познань. Территория Польши, она имеет очень неудобную конфигурацию для войны с Германией. Потому что в то время немцы обладали Восточной Пруссией, и удар из Восточной Пруссии в сторону Варшавы отсекал всю западную группировку войска польского от основной части страны. Поэтому логично и правильно было бы создать дугу оборонительную, опираясь на Нарев-Буг, на Вислу, на Нарев, на Сан и, может быть, на как эта река называется? На Варту. Ну, Варта уходила немножко в сторону, ну, бог с ним тоже, может, в верховьях Варты. В общем, такой полукруг, который бы хорошо опирался на естественные рубежи и позволял бы полякам держать линию обороны. Но армия Поможа полностью размещается в коридоре. То есть в случае любой заварухи с Восточной Пруссии и из Бранденбурга, она отсекается от основной Польши. И армия Познань. Вот это самое интересное. Это самая интересная армия, которая все разговоры о том, что Польша жертва, рубится начисто. Потому что армия Познань это 4 регулярные дивизии пехоты, 2 бригады кавалерии, 9 бронепоездов. В общем, в общей сложности 106 тысяч человек. Эта армия находится в 5-дневных переходах от Берлина. В 150 километрах. Вот только полный идиот может развернуть целую армию, больше 100 тысяч человек, в отрыве от основных сил, черт знает где, но зато очень близко от вражеской столицы. В 5-дневных переходах. Это нож в сердце Германии. Армия Познань. Причем никаких эрзац, вспомогательных, резервных дивизий там нет. Там только отлично вымышленные кадровые войска. Там прекрасная кавалерия, Волынской и Подольской бригады. Там прекрасная артиллерия. То есть мы все смеемся с Польшей и вообще-то правильно делаем, но тогда это была серьезная армия. В 2020 году поляки победили РСФСР. Мы пытаемся это замолчать и стараемся не вспоминать, но это так. В 2020 году Польша несла военное поражение Советской России и заставила Советскую Россию подписать Рижский договор, по которому отняла у нас Западную Белоруссию и Западную Украину. Согласно этому договору, к Польше отходили земли Западной Украины и Западной Белоруссии. Договор подписали делегации Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской ССР и Польши. Делегатов от БССР на подписание Рижского договора не пригласили. Вот. Размещение польских армий говорит о том, что эти армии создавались не для оборонительной войны. Для какой? Я не знаю. Я не читал план Вайс, его никто не читал, потому что этот план Вайс уничтожен. Его никто никогда не видел. Потому что если кто-нибудь когда-нибудь его увидит оригинал, всем все станет ясно. Поэтому его нет. Поэтому, если он даже есть, его очень хорошо и тщательно прячут. Потому что это опасно. Прежде всего для нового современного европейского порядка. Далее все еще интереснее, намного интереснее. Чтобы начали войну немцы, хозяева мира, англичанам, американцам, ну и немножко французам, нужно, чтобы Польша стала жертвой. Вот Польша жертва, немцы напали, они злодеи, мы начинаем против них войну и их побеждаем. Это хорошо и правильно, это разумно и логично. Но что нужно сделать, чтобы немцы начали войну? Нужно создать впечатление у руководства Рейха, что вот-вот
их границы перейдут польские войска. Что для этого нужно? Развернуть как можно ближе к германским границам польскую армию. Это сделано. Далее все идет по накатанной. Немцы пытаются избежать злой участи, у них ничего не получается. Они вынуждены начать первыми. Немцы начинают, все отлично. Провокация в Гляйвице, первые выстрелы, вторжение, агрессия. Нет сопротивления польской армии. 1 200 000 штыков. 1 200 000 штыков. Это очень серьезная численность армии. Еще всякие резервные, вспомогательные, территориальные части, но их можно не считать. Бои, не сказать, что ожесточенные, идут на Бзуре, идут умодленно, идут на юге. На юге вообще поляки бегут. Оставляют Краков, оставляют Ченстахову, оставляют Лодзь. Происходит удивительные события, просто удивительные. То есть нормальная, полноценная армия первой своей сдачи вдруг получает приказ командующего отходить к дружественной Венгрии, к дружественной Румынии. Отходить. Не сражаться насмерть, не держать какие-то рубежи. Нет. Весь смысл армии в том, чтобы уйти и интернироваться на чужую территорию. Зачем? Почему? Потому что дело сделано. Потому что дело сделано. Немцы начали войну, и уже польскую армию нужно с чистой совестью списать в неизбежные расходы. И ее списали. Пока шла война в Польше, на Западе союзники играли в футбол. Они не потеряли ни одного полка, ни одного взвода. Так, 2-3 человека битыми и ранеными. Вся их война. А война в воздухе — это вообще смех. Союзники разбрасывали над Германией листовки. Прекратите войну, мы хорошие, давайте дружить. Тяжелые 4-моторные бомбардировщики, значит, для уничтожения городов разбрасывали листовки. Это смешно, но это только на первый взгляд смешно. Это все, как сейчас модно говорить, политический пиар. Союзники делали из себя невинных жертв. Это было выгодно, потому что в это время они готовили мощный танковый кулак, который по их планам должен был войти в Бельгию и поучить немцев искусству бронетанкового боя. Польша пала. Польша пала, и тут 17 сентября 1939 года по приказу советского правительства Красная Армия перешла западную границу, чтобы взять под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии. Сейчас все орут про пакт Молотова, про удар в спину и прочую ахинею. Ни Англией, ни Францией, ни Польшей война СССР не была объявлена. СССР не был агрессором. Это признано всеми тогдашними акторами политическими. СССР не осуществил агрессию против Польши, потому что Польша де-факто не существовала. Правительство и военное командование Польши 17 сентября перешли границу с Румынией и укрылись на румынской территории, в Залесчиках. Все, Польша кончилась. И можно было, СССР мог получить границу с Германией не в Бресте, а под Минском. Не в Львове, а под Киевом. Не в Лиепае, а под Ленинградом. Поэтому, что бы ни кричали наши враги о пакте Молотова-Риббентропа, это разумное, здравое, логичное решение советского правительства, которое никаким образом не втягивало СССР в войну. СССР продолжал оставаться нейтральным государством. Это важно. В сентябре 1939 года мы нейтральное государство. И в октябре, и в ноябре, и в 1940 году мы нейтральное государство. И даже до 22 июня 1941 года мы нейтральное государство. То, что нам вменяют всякие деятели, что мы торговали с Германией,
что мы пропускали их корабли через свою территорию, поставили туда там пшеницу и шрот, я скажу, что Швеция поставляла железную руду в Германии до конца апреля 1945 года. Поставила руду, с которой выплавлялась сталь, из которого делалось оружие, убивавшее русских, англичан, американцев. Никто не предъявляет Швеции претензий. Никто. Это торговля, это бизнес, это понятное дело. Испания поставляла хромовые руды Германии до 1944 года. И поставляла бы дальше, но у немцев кончились деньги. Никто не предъявляет Испании. Никто. Это нормально, это бизнес. А то, что СССР в 1940 году получил от немцев крейсер Люцев, у немцев не было денег платить за наши поставки, они рассчитывались натурой, новейшими станками, технологиями. Они поставили нам все свои новейшие военные самолеты, все танки и даже крейсер. У них не было денег. Они дали нам крейсер Люцев. Мы переименовали в Петропавловск, и он потом всю войну обстреливал немцев, стоя на приколе у Кронштадта. Но это не суть важно. Главное остается ключевой момент, почему немцы напали на СССР. Вот это вот самая главная тема и самая главная проблема, почему это происходит. Это мы попадаем постоянно в одну и ту же ловушку. У нас принято считать, что немцы напали от нас от звериной ненависти к первому государству рабочих крестьян. Вот кушать не могли, как ненавидели социализм. Исходя из этого, мы снова наступаем на те же самые грабли, и нас легко наши противники берут на противоречиях. И получается, что Гитлер напал на СССР, значит, он хотел покорить мир, значит, он агрессор, а Германия злодейское государство. Все логично и правильно. Почему Гитлер напал на СССР? Эта тема очень серьезная и важная. Я считаю, это мое личное мнение, что Гитлер хотел уравнять свои шансы в войне с Западом, с Великобританией, США и всеми, кто стоит за их спиной, всеми, кто там владеет миром. Шансов у Германии в части ресурсов практически не было. У Германии не было ни нефти, ни толковых месторождений руд. Единственное, что было у Германии, это уголь, поташ, то есть калийное удобрение, пожалуй, родниковая вода. Все, больше ничего не было. То есть реально ресурсы Германии были настолько ничтожны, что даже и говорить не хочется. Немцы выкручивались. Немцы очень долго выкручивались с удовольствием, но предел любому выкручиванию есть всегда. И у них предел наступил. Очень простой и четкий. Поэтому они были вынуждены начать войну с нами. Но об этом мы поговорим позже.